Друзья, приветствую вас на канале «Вокруг света с коктейлем». С вами Евгений. И сегодня мы впервые будем готовить безалкогольные коктейли. Друзья, перенесемся с вами в 1937 год. Лос-Анджелес, ресторан «Чансенс», где за соседними столиками могли сидеть знаменитые актеры и боссы киностудий. В центре внимания маленькая Ширли Темпл, золотая девочка Голливуда с безупречными кудряшками. Ширли пришла на торжественный ужин со своими родителями и старшими коллегами по цеху. И пока взрослые поднимали бокалы с искрящимся шампанским и терпкими коктейлями, Ширли приуныла. Ей, главной звезде вечера, подали всего лишь стакан молока. Видя, как маленькая дива начинает капризничать, и каприз звезды такого масштаба – это катастрофа для заведения, бармен ресторана решился на импровизацию. Он взял высокий бокал, и началась магия. Наполнил бокал льдом. Далее взял 15 мл сиропа гренадин. Затем добавил 10 мл сока лайма. И залил наш бокал 150 мл имбирного эля. Украсил наш коктейль и добавил коктейльную трубочку. И вот так получился настоящий взрослый напиток. Когда официант торжественно поднес этот бокал юной актрисе, она была в восторге, потому что она больше не была ребенком с молоком, она была частью общего праздника. Самое забавное в этой истории то, что, став взрослой, Ширли Темпл стала серьезным дипломатом и послом США, и всю свою жизнь она боролась с этим самым коктейлем. Она признавалась, что куда бы она ни пришла, от светских визитов до государственных приемов, официанты с улыбкой всегда ставили перед ней этот розовый коктейль. Она же называла его «сладкой розовой бурдой» и мечтала, чтобы о нем все наконец забыли. Но история распорядилась иначе. Коктейль пережил и ресторан «Чансенс», и саму актрису, и остался символом детской мечты о взрослом празднике. И остается известным до сих пор под названием Ширли Темпл. И вот так вот, друзья, оказывается, безалкогольные коктейли тоже имеют свою историю. С вами был Евгений, канал «Вокруг света с коктейлем». Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До следующих коктейльных путешествий. Пока!